Сегодня на обзор у нас механическая клавиатура DEXP Saber. Это бюджетная клавиатура. Стоит она $40 или 2500 рублей. В своем роде, я имею в виду между механическими клавиатурами, это цена бюджетная, то есть самая низкая. Также проведем небольшие сравнения с мембранной клавиатурой. Кстати говоря, когда мы говорим бюджетная, то если мы говорим о мембранной, то подразумеваем абсолютно другие суммы, нежели механической. Давайте пока что механическую уберем в сторону. И посмотрим на самую дешевую мембранную клавиатуру, которая в принципе прослужила около 3 лет. Она еще, кстати, вполне рабочая, за исключением, что некоторые мембраны порвались, но они были поменены местами. То есть самые используемые клавиши в играх были порваны, точнее их мембраны. Что вообще представляет из себя эта клавиатура? Конечно, цена ее 200 рублей, а это значит, что из себя представлять она вряд ли что-либо может. Самое простейшее устройство, которое предназначено просто для обычного использования. Конечно, полноценно сравнить именно эти модели клавиатур будет не совсем реально, потому что данная клавиатура не является игровой, в отличие от той механической, что мы будем рассматривать. Но общий принцип действия рассмотреть мы можем, точнее общие различия. Давайте подденем какую-либо клавишу. Что мы сразу можем видеть? То, что здесь стерты буквы. Внутри мы можем видеть мембрану. При нажатии на эту мембрану происходит соприкосновение контактов. Итак, вот сама мембрана. В принципе, здесь мы ничего не увидим, кроме пластика и силиконовой резинки. Вот так устроена клавиатура с мембранами. Такие клавиши нажимаются достаточно тихо. Позже это будет важной характеристикой, когда мы будем рассматривать механическую клавиатуру. Также мы чувствуем такое плавное нажатие, то есть сигнал от нажатия кнопки до системника доходит не моментально. Поэтому иногда приходится сильно нажать на кнопки, то есть прилагать усилия. Естественно, оплетка здесь отсутствует. Но что мы хотим от самой дешевой клавиатуры? Если мы рассматривали хотя бы игровую мембранную клавиатуру, там мы могли бы уже увидеть немного больше. Никаких резинок нет на подставках. Но опять же, мы рассматриваем бюджетные клавиатуры, каждую в своей категории. То есть, если это мембранная, мы можем купить за 200 рублей, то механическую за 200 мы не купим. Поэтому механическая бюджетная считается это $40, 2500 рублей. Вот такая вот история. Итак, перед нами клавиатура DEXP Saber. Ценовой категории 2500 рублей, $40. Давайте посмотрим на ее особенности, еще не раскрывая. Значит, во-первых, что здесь указано? Разноцветная подсветка. Она нерегулируемая. То есть, каждый ряд кнопок будет иметь свой собственный цвет. Металлический корпус. Он не целиком металлический, говорю сразу. Далее, USB кабель в оплетке. Это важно. Увеличен будет срок службы именно кабеля. Далее, что важно знать еще об этой клавиатуре? Так, тип игровая клавиатура, цвет черный, механические клавиши, механика, Red OU-тему. Кстати говоря, механические клавиши имеют различный спектр, то есть их огромное множество. В данном случае это красные. Общее количество 104, то есть клавиатура полноразмерная, с нумлоком, потому что бывает и без. Проводная, USB, длина кабеля 1,5 метра. Но единственное, что размер клавиатуры немножечко уменьшен за счет удаления ободка. То есть сразу идут клавиши. Сейчас вы это увидите чуть позже.
Еще одна важная функция – это возможность записать макросы на клавиши. Технология NK Relover, то есть обработка неограниченного количества нажатия клавиш. К примеру, на мембранных клавиатурах эта возможность отсутствует. Мы можем зажать не более 6 клавиш одновременно. Здесь будут фиксироваться все, если мы нажмем все одновременно. Ну и написано, что прочная металлическая конструкция. Вот это уже время покажет. Так, что мы имеем в коробке? Гарантийный чек, инструкцию с названием марки и модели, как переключать подсветку, здесь несколько режимов есть и так далее. Ну и сама клавиатура. Еще одна вещь из комплекта – это сниматель кнопок пластиковый. А теперь давайте обратим внимание на шнур. Сразу давайте обратим внимание на кабель. Его длина 1,5 метра, и он находится в черной оплетке. Это плюс к качеству. Далее, как вы видите, клавиатура полноразмерная, с нумлоком. Как видите, никаких полей вокруг нет, то есть окантовки, сразу идут кнопки. Сразу хочется сказать о минусе клавиатуре, но опять же, этот минус не универсален. Для кого-то может это и плюс, кому-то нравится нажатие таких кнопок, как в старые времена. Раньше были только механические клавиатуры, и как на печатной машинке мы можем набирать текст. То есть, конечно же, если вы будете играть ночью, и у вас есть семья или так далее, то, естественно, вы будете мешать. Но так в целом очень даже приятно. На ощупь ничего особенного, обычный пластик. Здесь металлический корпус. Вокруг он пластиковый, а металлическая пластина находится между кнопками, точнее под ними. Вот это все металлическая пластина. Также плюс к качеству. Ну что ж, давайте подключим клавиатуру. И сразу же видим интересное загорание подсветки. Вот такое декоративное оформление. Как вы видите, каждый ряд горит своим цветом. Также здесь существует множество режимов подсветки. Они настраиваемые. Сейчас мы это посмотрим чуть позже. Также давайте обсудим клавиши. Как мы говорили о мембранной клавиатуре, то нажатие происходит, фиксируется не моментально, а приходится немножечко прожимать клавишу, что, конечно, составляет дискомфорт, особенно в игровых ситуациях. Если же мы берем механическую клавиатуру, то здесь фиксация нажатия происходит сразу. То есть кнопку жать сильно не обязательно, достаточно просто щелкнуть ее, и фиксация сразу же нажатия происходит. Это огромный плюс. Но опять же, если мы будем рассматривать клавиатуру ценовой категории примерно такой же, игровую, я имею в виду мембранную, то там, конечно, нажатием кнопок уже немножечко получше. Но все же факт остается фактом, то что в механической клавиатуре нажатие намного лучше происходит. То есть фиксируется быстрее. Это факт, и об этом все знают. Кнопки на механической клавиатуре различаются между собой. И обычно на коробке указывается, какой тип кнопок установлен на этой клавиатуре. Давайте снимем одну из кнопок. Снимается она достаточно просто. И мы видим кнопку красную. Забившись в интернете, посмотрев, какие кнопки лучше, красная, в принципе, очень хороший тип кнопок, в отличие от синих. Но синие, допустим, по звуку нажатия намного громче, чем красные. Плюс или минус, я уже говорил, это для каждого, индивидуально. Давайте посмотрим, какие вообще есть переключатели кнопок. На самом деле их огромное множество. Каждый из них имеет свое название и различается контактной группой и цветом. Ну, естественно, и качествами. На самом деле есть и коричневые, и синие, и красные.
кнопки, черные и так далее. Принцип их действия можно видеть на картинке. Они замыкают и размыкают контакт. Внизу установлена пружина, и пластиковая кнопка замыкает контакт. Давайте посмотрим именно наш тип кнопок. И выясним, что это китайские переключатели, аналоги прочих переключателей. Пишут, что они имеют недостатки, то есть неравномерность, то есть кнопки, установленные на одной и той же клавиатуре, могут неравномерно нажиматься, иметь разный звук и так далее. Но я этого не заметил. Но будем считать, что так как мы взяли дешевую клавиатуру, то и ждать большего не стоило. Но опять же скажу, что проблему я лично не заметил в этом. В отличие от мембранной клавиатуры, данная кнопка имеет контактный состав, то есть металлические контакты замыкаются при нажатии кнопки. Что здесь еще немаловажно? Вы видели, что стираются клавиши на дешевых мембранных клавиатурах. Здесь же кнопка устроена так, что она имеет прозрачную пластиковую вставку. То есть здесь стираться ничего не будет. Это тоже плюс. Что касается исполнения дизайна, то в принципе это тоже все очень индивидуально. В моем случае дизайн мне нравится, только не нравится качество выполнения кнопок. Некоторые из них выполнены нечетко. И когда включаешь подсветку, это очень хорошо заметно. Но это не суть и это не страшно. Главное, чтобы была механическая функциональность. Все работало и все устраивало. Кстати, чуть не забыл один важный момент, когда достал клавиатуру. Она весит очень прилично. Килограмма 1,5 это точно. То есть клавиатура увесистая, по столу не ездит вообще, как ее не толкай. Если мы ее перевернем, то увидим прочные ножки, прорезиненные. Если их поднять, то опять же клавиатура ездить по столу не будет. Я уже говорил, когда читал с коробки, что здесь есть настройка макросов. Макросы это на самом деле полезная штука. Включаются они после блокировки клавиши Win, при нажатии Fn и нажатии вот этого первого ряда кнопок F. То есть мы можем замакросить какое-то сочетание клавиш. К примеру, вы часто переключаетесь на английский язык, можно просто замакросить на какую-нибудь из этих кнопок. Либо же в играх вы используете сочетание клавиш какие-то, Tab, Shift и так далее. Все сюда можно поместить на одну кнопку. Ну и давайте рассмотрим некоторые варианты режима подсветки. Для этого нам нужно зажать клавишу Fn и одну из этих. Мы можем видеть, как клавиатура начала мерцать с определенной периодичностью. Интересный вариант подсветки. Может делать вот так, как при включении. Тоже очень интересно. Все это не может не радовать глаз. Давайте посмотрим, какие еще есть варианты. Так, совсем отключили, как я понял. А нет, нет. При нажатии кнопки происходит вот такая вот интересная ситуация. Вот так переливается. В общем, режимов достаточно много. Это не может не радовать. Вот такой вот декоративный комфорт может доставить вам
клавиатура DEXP. Также вы можете настроить подсветку на выбор. То есть вот ряд клавиш, который отвечает за какую-либо подсветку. Также вы можете настроить подсветки путем выбора. Можно настроить яркость подсветки. При нажатии FN End замигали все кнопки, и клавиатура стала настраиваемой. Все кнопки, которые мы нажмем, будут гореть постоянно. При повторном нажатии мы можем их отключить. И еще раз жмем FN End. И все. Вот так вот оно и будет. Очень удобно для геймеров настраивать те кнопки, которые часто используются. На самом деле здесь режимов подсветки достаточно много. Хоть и не изменяется ее цвет, но это не страшно. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это об одном, на мой взгляд, серьезном минусе. Без подсветки кнопки не видны абсолютно. Вот если вы будете печатать, то вы будете искать кнопки. Получается, что контраста нет. Очень сильно серый оттенок кнопок на черном фоне. С подсветкой все хорошо, без нее видно очень плохо. Краской нанесены только верхний ряд кнопок. Это проигрыватель. В общем, кнопки F. На них нанесена краска. Больше, в принципе, нигде. Ну, естественно, они подвержены стиранию, но в то же время они редко используемы, поэтому может и не сотрутся. В принципе, минусов как таковых пока что больше нет, а все остальное будет выявлено в процессе использования. Сколько прослужит, как будет работать и так далее. Ну и в заключение хотелось бы еще обратить внимание на несколько нюансов. Во-первых, механическая клавиатура, она всегда является прочнее, чем мембранная. Нажатие клавиш на механической клавиатуре может достигать приблизительно 40-50 миллионов нажатий. В отличие от мембранной. Мембранной примерно 1 миллион-2 миллиона. Также данная клавиатура проста в ремонте. Если вышла из строя какая-то механическая часть, то есть какая-либо из кнопок, легко заказывается в интернете, стоит дешево, меняется легко. Ну и, конечно же, эстетическое удовольствие, потому что с такой клавиатурой намного работать приятнее. Очень сильно порадовала подсветка. Также очень порадовала металлическая пластина, которая находится под кнопками. Выглядит оригинально и приятно на ощупь. Также чуть не забыл сказать, что здесь, сколько бы кнопок вы одновременно не зажали, пусть будет 20, пусть будет 30, все они сработают, все будут зафиксированы.